Привет, ребята! Вот какая красота получилась. Мой первый опыт, в котором все, абсолютно все вышло именно так, как я хотел. И вкус, и цвет, и аромат. А теперь приступим к рецепту этой вкуснятины. Приятного просмотра! Для начала нужно засолить мясо. Теперь осталось засыпать солью сверху мясо и проконтролировать, чтобы оно к стенкам сильно не прилегало свежими краями. Вот. Таким образом. И отправим в холодильник. Курицу, так как она нежная и куски небольшие, отправим на 12-15 часов. Свинину и говядину мы отправим в холодильник на 3 дня. Прошло 15 часов, курочку мы вытянули, свинину и говядину оставили еще в холодильнике. Такой вид она имеет. Сейчас помою под проточной водой. У меня прошло 40 минут. Я ее посушил бумажным полотенцем, прикрепил крючки, придавил руками, чтобы было немного плоское. Вот такой вид имеет. Сейчас мы все это подвесим. Прошли сутки. Я периодически так сдалека в стороне вентилятор включал. Консистенция. Вообще бомба. Так, по приправам. 3 ложки чайных паприки. 1,5 ложки чайных копченой паприки. Потом нужно было найти пажитник, но я его нигде не нашел. Нашел только приправу, которая есть состав. Африканская приправа. Но по происхождению пажитник он и есть из Африки. Ну, короче, 1,5 ложки тоже. 1,5 ложки чеснока. 2 лаврушки. Потом у нас здесь тимьян, тмин по пол-ложки чайной. Пол-ложечки перца разного. Ложка кориандра и щепотка розовой соли. Так. Ну и перец. Перец острый. Это домашний перец. У нас кусочек возьму. Вот на балконе у нас вырос. У нас были и помидоры на балконе в этом году 2-метровые, и огурцы. Короче, норм. Кстати, затестируем. Сегодня только купил. Готово. Наш соус готов. В общей сложности у меня ушло где-то 10 минут на его вымешивание. И где-то, наверное, грамм 100-150 воды, 150, наверное. И такую консистенцию он имеет. Приступаем, попробуем. Первый раз это делать уже. Слой должен быть равномерным. Короче, таким методом удобнее всего будет. Наносим лопаткой. Вот. И кисточкой корректируем. Получается вообще идеально. И вот так вот равномерненько получается. Очень даже. Я сначала хотела оставить этот соус, сделать его больше изначально. Потом остатки поставить в холодильник и завтра еще повторить. Домазать, так сказать. Но передумал, потому что курица, она все-таки нежная. Я думаю, 1 раза достаточно будет. 2 раза мы будем обволакивать в маринаде свинину и говядину. Там куски побольше гораздо. В общем, вот так вот. 1,5 минуты, этот кусок готов один. Оставляем на 3 дня. Завтра у нас день, когда мы будем вытаскивать с соли свинину и говядину. И мы эту курицу отодвинем в сторону. И когда подвесим свинину и говядину, включим вентилятор. Завтра все покажу. Итак, друзья,
Прошло 3 дня с момента засолки. Мясо мы достали с холодильника. Сейчас мы его промоем под краном и зальем холодной водой. Залил холодной водой, ждем 3 часа. Каждые полчаса меняем воду и переворачиваем мясо. Убираем лишнюю воду. Сделаю крепление на мясо, чтобы его подвесить на сушку. Вот мой инструмент для этого. Крепление я сделал с 2 сторон, чтобы каждый день переворачивать мясо обратной стороной, распределить влагу, потому что куски большие. С курицей я этого не делал, только с одной стороны, потому что нет смысла, там маленькие кусочки. И отправляем в нормально проветриваемую комнату на 3 дня. Завтра вам покажу, какое примерно это должно быть место. Итак, следующий день наступил, посмотрим, что мы имеем на данный момент. Прошло где-то 20 часов с момента, как я повесил на сушку вот эти 2 куска. И 36 где-то часов, как я курочку подвесил. Вот. По поводу циркуляции воздуха. У меня комната-гостиная, но я все-таки пару метров от мяса поставил вентилятор и минимальный режим обдува. Получается, курочку я отодвинул, и на это мяско дует воздух. Но я его не постоянно, а так периодически. В первый день, особенно, чтобы воду лишнюю убрать из мяса побыстрее. Вот, по поводу периода года, у меня сейчас зима на улице. Открываю все-таки окно на минимальное проветривание. И выключил батарею. Прошло 3 дня. Я снял куриную грудку. Мясо стало плотным. Запах специй уже не такой резкий и более приятный. Сейчас замотаем в бумагу, чтобы раскрылся вкус и равномерно распределилась влага. Отправляем в холодильник на 2 дня и будем пробовать. 3 дня сушки прошло. Мясо подсохло, стало гораздо плотнее. Выглядит красиво. Теперь нужно придать мясу ровную форму, плоскую, чтобы оно стало более плотным. Для этого обернем мясо в бумагу. Затянем плотненько и поместим на балкон под пресс. А тем временем куриная грудка пробыла в холодильнике 2 дня, и теперь она готова. Сейчас будем пробовать. Сейчас отрежем кусочек, попробуем. На запах хороший. Приятный запах. По структуре. Отлично. Ну, в общем, мы тут пробуем полным ходом. Нам зашло. Временами специй казалось многовато. Мы с одной половинки обчистили специи. Тем временем остальное мясо подсохло. Пришло время нанести специи. Я все подготовил. Набор специй у нас такой. Паприка копченая, 2 чайных ложки. Паприка обычная, 2 чайных ложки. Перец, чайная ложка.
чеснок 2 чайных ложки, приправа африканская 2 чайных или 3 и 1 столовая ложка муки. Муку используем для того, чтобы была клейкость нашей приправы, чтобы запечатать мясо и оно хорошо промариновалось. Кориандр, тмин, перец, тимьян, розмарин, такой перец домашний. И лавровый лист мы сейчас измельчим и добавим к тем специям, которые я уже перечислил. Со специями советую работать в перчатках, так как пальцы и ногти потом сложно будет отмыть. Хорошо перемешаем. По мере необходимости добавляем воду. Приправа готова. Имеет вот такую вот консистенцию. Будем наносить. Пахнет на всю квартиру, но приятно и вполне терпимо. Через 2 дня специи подсыхают и уже имеют не такой резкий и более раскрытый аромат. Вынесу на неделю. И завтра повторно нанесу специи, чтобы лучше пропитать мясо. Прошла неделя, приступим к нарезке. Стоп, а откуда взялась шинка? Ведь в рецепте ее не было, спросите вы. Да, так и есть, поэтому бонусом в конце прикрепляю рецепт идеальной шинки на бутерброды. Ловите! Для засолки 1 кг свинины берем 10 грамм обычной и обязательно 10 грамм нитритной соли, которую можно приобрести в мясном магазине в отделе специй. Обволакиваем мясо солью, заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5 дней, ежедневно переворачивая. Я это сделал заранее, поэтому вы видите уже просоленный кусок, который нужно подсушить бумагой и нанести специи. Я использую кориандр, тимьян, розмарин, лавровый лист, копченую и обычную паприки, сухой чеснок, приправу для мяса, ассорти перца и базилик. Приблизительно по 1 чайной ложке в зависимости от ваших предпочтений. Все измельчим и тщательно перемешаем.
Теперь наносим смесь приправ и втираем плавными движениями. Заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник еще на сутки. Прошло 24 часа. Перед отправкой в духовку вынимаем мясо с холодильника на час-полтора, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Таймер печи устанавливаем на 3 часа, режим без обдува. Верхняя и нижняя тены включены, температура 80 градусов. На протяжении этого времени печь не открываем, чтобы сохранить стабильную температуру. 3 часа прошло, выключаем духовку. Перевернем мясо, чтобы равномерно распределить внутри влагу. Далее нам понадобится решетка, приподнята над поверхностью стола, и судок большего размера, чем мясо, чтобы дать ему равномерно остыть и не образовался конденсат, а ветчина была упругой и не разваливалась. Оставляем на пару часов на решетке при комнатной температуре, после чего помещаем в судок и отправляем в холодильник до завтра, чтобы ветчина созрела. Приятного аппетита! Вы досмотрели видео до конца, мне очень приятно за ваш интерес. Если вам понравилось и действительно чем-то зацепило и запомнилось это видео, тогда не забывайте подписываться, комментировать и лайкать. Дальше больше. Всем пока, до скорых встреч!